Прямо за моей спиной находится знаменитый парк Крюгера, который является одной из главных достопримечательностей Южной Африки. Стоит только перейти крокодиловую реку, которую сейчас вы видите, и вы уже в парке. В этом видео я поделюсь с вами моментами своего путешествия в Южную Африку и расскажу, как лучше организовать ваше путешествие в ЮАР. Это местные улочки. Сейчас конец зимы, и все зацветает. 11 часов перелета, 5 часов трансфера из аэропорта, и мы уже в отеле. Добрались до отеля достаточно поздно, уже было близко к сумеркам. Вообще африканские отели сафари бывают двух типов. Кемпы палаточного типа и лоджи отели. У нас простенький, но лодж. Значит, не нужно опасаться, что в номер могут заползти змеи, скорпионы и прочая живность, которая легко пробирается в кемпы. Номер очень простой и небольшой, но есть все необходимое. Нам, кстати, пригодился холодильник, и кровать была очень удобная. А вот здесь такое гнездо, прямо на балконе. Ну и моя самая любимая часть – это терраса вот с таким видом на крокодиловую реку. Послушайте. Легкий ужин, и нам пора укладываться спать. Завтра очень ранний подъем. Кстати, это курица в сливочном соусе с овощами и рисом. Позже я вам покажу что-то еще из местных блюд. 5:30 утра, и мы выдвигаемся на сафари. Еще сумерки, поэтому рейнджер или гид освещает фонарем местность. И вот первое животное, которое мы увидели. Это шакал. А это водяная антилопа или водяной козел. Кстати, сама поездка по парку на открытых джипах с гидом называется Game Drive. Вообще мы брали 3 дня Game Drive, и в этом видео я вам покажу самые интересные моменты из этих 3 дней. Один день у нас было приватное сафари, то есть мы были только вдвоем с мужем, а в остальные дни была еще одна пара с нами. А это гиппопотам. Самое опасное из всех африканских животных для человека. Именно от этих животных погибает наибольшее количество людей. Взрослый самец запросто может перекусить 3-метрового крокодила. Эти животные отличаются агрессивным нравом и очень часто нападают на лодки рыбаков, на людей, которые приближаются к реке. А это белый носорог. Это животное из большой африканской пятерки. Обратите внимание, у этого носорога подпилен рог. Им подпиливают рога, чтобы защитить их от браконьеров. Кстати, рог носорога, из-за которого его истребляют, по своему химическому составу близок к человеческим волосам и ногтям, гораздо ближе, чем к костям. Он состоит в основном из кератина. И охота на этих животных находится под строгим запретом. Кстати, белый носорог – это животное из большой африканской пятерки, в которую помимо носорога входят лев, леопард, слон и африканский буйвол. Кстати, когда вы едете по парку, всегда стоит присматриваться внимательно к большим деревьям. Есть большая вероятность увидеть леопардов на этих деревьях. Посмотрите, как нам повезло. Здесь мы видим леопарда, который поднял на дерево свою добычу, антилопу импала, чтобы добыча не досталась гиенам. Одно неверное движение леопарда, и все пропало. Обратите внимание, под деревом 2 гиены, которые только и ждут, чем поживиться.
Несмотря на свою грациозность, леопард очень мощное, очень сильное животное. Как вы сами видите, он способен не только поднять на дерево тушу добытого животного, которая, кстати, может вдвое превышать его собственный вес, но и удержать от падения свою добычу. Кстати, леопарды могут мурчать, как домашние кошки. И все леопарды рождаются с голубыми глазами, только затем радужная оболочка со временем меняет свой цвет. Интересно, а слоны, так же как и люди, делятся на правшей и левшей? В их случае разница заметна потому, каким бивнем слон предпочитает работать. Большинство слонов правши. Ходит такая шутка, что уши африканских слонов напоминают очертания африканского материка, в то время как азиатских – очертания Индии. Один очень забавный факт о жирафах. В древности люди думали, что жираф – это плод союза между верблюдами и леопардами. Это очень забавно, не правда ли? Язык жирафа черного цвета и имеет длину до 50 сантиметров. Жирафы с удовольствием едят сырой лук. Это тоже очень забавно. Они никогда не зевают, в отличие от других животных. И спят в среднем около 1,5 часов в сутки. Чаще всего спят стоя, и длится такой сон 10 минут. А это животные, которые имеют не самую лучшую репутацию в животном мире. Это пятнистая гиена. Самая крупная из 4 видов гиен. Много разных историй и мифов о том, что это исчадие ада. Это животное живьем поедает свою жертву. И охотясь в стае, они за считанные секунды могут разделаться с любой крупной добычей. Послушайте крик гиены, который мы слышали из нашего отеля. Гиена обладает одними из самых мощных челюстей среди всех хищников. Они предназначены для дробления костей. С легкостью могут перегрызть берцовую кость жирафа. После них не остается отходов вообще. Они съедают даже рога и копыта. Гиены – это феминистки дикой природы. Самки гиен всегда крупнее самцов и превосходят их в агрессивности. У самок уровень тестостерона выше, чем у самцов, из-за чего можно спутать их половые органы с мужскими, из-за их внушительных размеров. На самом деле зебры черные, в белую полоску. Под шерстью у зебр черная кожа. Кстати, рисунок каждой зебры уникален. Нет одинаковых полос, так же, как отпечатки пальцев у человека. Точно так же, как пятна у жирафа и у леопарда. Нет двух абсолютно одинаковых животных, у каждого рисунок особенный. Окрас зебры спасает их от нападений мух ЦЦ, которые переносят страшную сонную болезнь. Мухи ЦЦ попросту не видят зебр, не воспринимают мельтешение черно-белых полос своими органами зрения. Именно А здесь наш опытный рейнджер увидел львиные следы. Сейчас сезон засухи, посмотрите русло реки. Высохшая река. И нам повезло. И нам буквально перешел дорогу молодой лев, у которого грива только начинает расти. Вообще, редко встречаются в природе львы-одиночки. Чаще они живут прайдами, которые состоят из одного или нескольких самцов и группы самок.
Наряду с тигром, лев – это самая крупная кошка из ныне живущих, весом до 250 кг у взрослого самца. И львы, как обычные кошки, около 20 часов в сутки предпочитают просто валяться в тени и отдыхать. Мы остановились на завтрак прямо на территории парка. С собой у нас еда, которую нам дают в отеле на завтрак, специально в дорогу. Здесь сэндвич с овощами и сыром у меня и у мужа с мясом. Также яйцо в специях и яблоко. Это специально отведенное место для пикника, но оно ничем не защищено вообще. Здесь таблички с предостережением, потому что животные могут подойти сюда близко. А это перепелки, так же как голуби в городах, ищут еду. Но кормить животных и птиц здесь строго запрещено. Также есть обезьянки, которые могут воровать вашу еду. Буквально в нескольких метрах от зоны пикника мы увидели этих зебр. Кстати, у самцов есть острые клыки, которых самки лишены. Самцы используют их во время драк с соперником. И также мы увидели этого леопарда. А потом еще одного леопарда, который сидел прямо у дороги. А это антилопа импала. Наверное, главная добыча леопарда. Импала является одним из самых многочисленных антилоп Африки. Когда импала убегает от преследователя, ее прыжок может быть до 3 метров в высоту, а в длину даже до 10 метров. Здесь по дороге мы увидели достаточно большое стадо слонов. Кстати, слоновьи стада всегда возглавляются старыми опытными самками. Стадами живут самки с детенышами, а самцы живут вне стада. Либо также может быть несколько самцов молодых, которые объединяются в группу. Интересный факт. У слонов есть свои похоронные обряды, схожие с человеческими. В случае гибели кого-то из членов стада, слоны обычно хоронят его, выкапывая неглубокую яму и засыпая тело ветками и землей. После чего еще несколько дней сидят молча рядом с этим местом. Известны случаи, когда слоны также хоронили и людей. Ну, или, по крайней мере, пытались хоронить, ошибочно принимая спящих за умерших. Сейчас здесь сезон засухи, поэтому все такого серо-желтого цвета. Кстати, трава поджигается людьми, чтобы были минеральные удобрения, минеральные вещества для новой растительности. Наш рейнджер подвез нас к большому стаду буйволов. Африканский буйвол – это одно из самых опасных животных африканской саванны. Он отличается очень агрессивным характером и нападает безо всякой причины. Масса взрослых самцов около тонны, а высота в холке до 2 метров, иногда и больше. Африканские буйволы, в отличие от азиатских, не поддаются приручению. Кстати, они могут бегать со скоростью до 50 км в час,
поэтому убежать от них сложно. Буйволы очень хитры. Получив ранение, буйвол может притвориться мертвым, а потом, когда охотник, неважно человек или хищник, приблизится, бык его атакует. А это панорамное место, где со всех сторон виден только парк Крюгера. Вообще, парк Крюгера занимает около 20 тысяч квадратных километров. Это чуть меньше площади Израиля. К нему примыкают частные заповедники. И основное отличие этих заповедников от самого парка, что посетить их можно только с туром. Здесь жилье более высокого уровня, но и цены тоже выше. Животные и птицы здесь те же самые. А сейчас перед вами крошечный, но все же хищник, который весит всего от полукилограмма до 1 килограмма. Это мангуст. А это антилопа куду. Это крупная антилопа, которая славится своими рогами, своими красивыми винтовыми рогами. Да, и можно ехать несколько часов и вообще не увидеть ни одного животного. Особенно кошек, это удача, все зависит только от вашей удачи. Здесь мы видим группу буйволов, самцы буйволы, которые отделяются от стада. Кстати, они самые опасные. Они отделяются в поисках пищи и воды. На буйволов могут охотиться львы, гиены, гиеновые собаки большими группами, но часто это не заканчивается успехом для хищников. И вот здесь, совсем недалеко от этих буйволов, мы увидели небольшой прайд львов, который отдыхает в полуденные часы. В львином прайде обычно охотятся львицы, а лев тем временем отдыхает. Причем львицы приносят добычу всему прайду. Если же на охоту выйдет сам лев, то, скорее всего, добычу он съест на месте, самолично. Львы часто охотятся на крупную добычу – крупных антилоп, зебр, буйволов, жирафов, иногда даже на слонов. Лев способен поглотить до 30 кг мяса за раз. А когти взрослого льва могут достигать 7 см в длину. А это шакал. Удивительный факт о шакалах – то, что им нравится сладкое. Нередко они объедают сады и плантации, нанося урон хозяевам. Они едят арбузы, дыни, виноград и сахарный тростник. При этом достаточно умны и способны избегать капкан. А это карликовая антилопа Стенбок. Ее высота в холке составляет всего 52 сантиметра. Мы остановились на небольшой перекус. И с собой у нас то, что мы взяли. Хотя здесь, в принципе, можно купить, но мы приготовились и взяли то, что нам нравится. Огромное количество разных птиц, обычных и необычных, обитает в Африке, просто таких, о которых даже, возможно, вы никогда и не слышали. Очень большое множество, которые живут только здесь. Например, это желтоклювый токо. Это птица из рода носорогов.
А это, по-моему, просто голуби. Ну посмотрите, какие милые. Вот так мы пообедали в нашем отеле. Это сэндвичи. Сэндвичи с картошкой фри. И сейчас я вам покажу территорию нашего отеля, который оказался, в принципе, неплохим. Если не учитывать то, что было сложно, я не ем мясо, я ем мясо птицы, и они не могли запомнить то, что я не ем мясо. Поэтому первый раз, наверное, в моей жизни я столкнулась с тем, что они не помнили, либо не хотели помнить, что я не ем мясо, и не могли об этом позаботиться. Ну ладно, забудем это. А так, отель очень красивый, и территория отеля очень милая. А это, наверное, мое самое любимое место в этом отеле. И это терраса вот с таким видом. С видом на парк Крюгер. И это крокодиловая река, в которой на самом деле живут крокодилы. И их достаточно много. Да, такая терраса – это большой плюс для отеля. Потому что животные часто спускаются к реке на водопой. Поэтому есть возможность увидеть животных, не выходя из отеля. На самом деле это очень здорово. Но очень многие отели располагают этой возможностью. Хорошим видом. Посмотрите, маленькая антилопа, они ее подкармливают. И они сказали, что приходят 3 антилопы. Это карликовая антилопа. Вот здесь такой бассейн, который, к сожалению, не работал. А вот еще немного покажу вам улицы. Улицы поселка, где находится наш отель. Кстати, здесь много отелей вообще. Поэтому с этим проблем нет. А это поле сахарного тростника. Здесь он выращивается в больших масштабах. Вернемся к нашему отелю. Честно, я обожаю природу и, честно, мне очень-очень понравилось. Место мне очень понравилось. Для меня очень важен контакт с природой. Я обожаю природу, и для меня это релакс, для меня это умиротворение. И, наверное, это самое лучшее, что есть для меня. Обратите внимание, территория отеля и других отелей и близлежащих домов защищена от животных. Защищена специальной сеткой или проволокой, я не знаю, с электричеством. А сейчас вам покажу наши ужины. Это крем-суп с овощами на курином бульоне. И такой легкий романтик. Даже не знаю, как романтик или нет, но честно, мне понравилось. Такой стиль мне понравился. А это тоже курица в соусе. С рисом и с овощами. И, по-моему, здесь даже какие-то фрукты здесь еще есть. Вообще, если вы любите мясо, то у вас не будет здесь проблем с этим. Здесь люди едят много мяса. Таким, как я, сложно. Я не ем мясо, я ем птицу, ем рыбу, ем морепродукты. Мне приходилось так. Они забывали, что я не ем мясо, и мне приносили мясо. Поэтому, мне не особо это понравилось. Вот, кстати, местное пиво мужу очень сильно понравилось. И вот такие красивые десерты. Засняла только один.
А это крокодиловая река. Кстати, она так и называется. Это ее название. В некоторых местах она шире, в некоторых местах уже. И посмотрите, здесь крокодилы, правда. Некоторые экземпляры просто огромные. Крокодилы нападают на животных, которые приходят на водопой. Кстати, они могут нападать даже на львов. Не только на травоядных. И посмотрите, что мы увидели прямо из нашего отеля. Выбирайте хорошее качество видео. Здесь антилопы, которые подходят к воде, чтобы попить воду. И посмотрите крокодилы, которые тоже подплывают близко к берегу и ждут, когда кто-то станет пить воду. Но часто животные пугаются и просто, как эта антилопа, посмотрите, она убежала и испугалась. Они видят крокодилов и пугаются. Посмотрите, кого мы здесь нашли. Все помнят Пумбу? Это бородавочники. Причем здесь мать с детьми, по-моему, несколько матерей с детьми. Это африканский скунс, который является достаточно редким животным здесь в парке. И наш рейнджер сказал, что видел только второй раз его. А это слон, который сейчас находится в особый период. И честно, мне его так жаль, потому что я вспоминаю своего кота, когда до стерилизации, до кастрации он так плохо себя чувствовал, был очень нервный. Я первое время не хотела его кастрировать, но потом пришла к выводу, что это обязательно. А это леопард. Помните леопарда, который вам показывала? Он не потерял свою добычу и сейчас отдыхает. Если вы планируете поездку в Южную Африку, или же вы всегда мечтали поехать туда, но никак не решаетесь, возможно, вам пригодится что-то из моих советов. Итак, во-первых, сезоны. Когда лучше ехать на сафари в Южную Африку? Лучше всего ехать в сухой зимний сезон, так как сделали мы. Вообще зима здесь с июня по август, а лето с декабря по март. В сухой сезон мало зелени, поэтому намного проще увидеть животных. Но также это высокий туристический сезон, поэтому цены на все завышены. Температура зимой днем около 20-23 градусов, плюс-минус. Ночью температура опускается до 10 градусов, иногда ниже. Летом температура днем в среднем плюс 38 градусов, но часто бывает больше 45. Ночью температура 20-25 градусов Цельсия. Сезон дождей в ЮАР с октября по ноябрь и в конце марта. Учите английский язык. Это важно и всегда пригодится вам в жизни, будь то путешествие, или вообще. Я вам просто приведу примерную стоимость гида, говорящего на другом языке, кроме английского. Нам озвучили в агентстве, в турагентстве, стоимость в 300 евро за день работы гида, плюс нужно было отдельно оплачивать его отель. Как вам такие цены? Не бойтесь ехать без турагентства. Так вы сможете сэкономить приличную сумму денег. Вдвое, а то и больше от суммы, которую называют турагентство. Вы сможете выбрать отель, который вам нравится, экскурсии, которые вам нравятся. Посмотрите, это гиеновые собаки или дикие собаки. Это, наверное, одни из самых лучших охотников. Они сплоченной командой, большой группой, посмотрите, кстати, в крови шея, охотятся даже на крупных животных, таких как буйвол, и очень редко терпят неудачу. Каждая собака знает свое место и работают очень-очень сплоченно, как очень хорошая команда.
Так, продолжим. Какими советами вам могу помочь? Если едете без турагентства, берите страховку с наибольшим покрытием. Так вы определенно будете спать спокойно. Да, кстати, конечно, более рискованно ехать без агентства, но это современная страна, поэтому не беспокойтесь. Хотя здесь присутствует и криминал, но очень много людей ездят без агентства, и они очень счастливы, очень довольны. Что еще? Арендуйте авто. Здесь большие расстояния от городов и достопримечательностей. С авто вам будет гораздо удобнее. Права других стран действительны, если они на английском или сопровождаются нотариально заверенным переводом. Кстати, посмотрите, это гиены. Гиены лежат в грязи, спасаются от жары. Дороги здесь хорошие. Движение левостороннее, но к этому можно привыкнуть. А сейчас я вам покажу, что привезти из Южной Африки, какие сувениры. И, если честно, они очень симпатичны, мне очень много чего здесь понравилось. Но я продолжу со своими советами. Как уже сказала, дороги здесь хорошие. Аренда авто стоит недорого. В сезон несколько дороже, но все равно это дешевле трансферов и такси. И вы сможете свободно передвигаться. Если вы едете на сафари в местные парки, вы легко сможете проехать на своей машине, оплатив только вход в парк. Конечно, удобнее смотреть животных на открытом джипе, так как они намного выше и лучше видно. Также рейнджеры много рассказывают интересного. И рейнджеры сообщаются друг с другом по рации, если кто-то увидел что-то интересное, и сразу едут к месту. Конечно, это удобно, но иногда скапливается огромное количество авто, и шум от них может беспокоить животных, и вас в том числе. И вы не сможете насладиться сполна. Вообще, все зависит от вашей удачи. Если вы хотите увидеть здесь животных, как правило, имеется в виду кошачьи, которых сложнее увидеть. Со всеми остальными, как правило, проблем нет. И всегда есть шанс, что вам перейдет дорогу львиный прайд или леопард, которые будут видны даже из машины с низкой посадкой. Также не забывайте не приближаться слишком близко на арендованных авто к слонам, носорогам и буйволам. Они легко могут атаковать. Итак, я вам советую арендовать авто на все или несколько дней и взять 1-2 дня Game Drive с местным рейнджером. В следующий раз именно так я и сделаю. Если вы отдельно берете Game Drive, берите их в утренние часы. Самая большая вероятность увидеть животных именно утром, до 11-12 часов. Потом все прячутся от солнца, и шанс увидеть кого-то очень низок. Живой и свободный, как символично. И красное африканское солнце нас провожает даже в аэропорту. Всем спасибо за просмотр, за то, что вы были со мной. Если вам понравилось это видео, пожалуйста, поддержите его лайком, а канал подпиской. Здесь я оставляю еще немного звуков африканской ночи. Всем спасибо и до скорого. Пока-пока.